Значение дополнительной физической активности возрастает с каждым годом. Это происходит вследствие уменьшения количества физического труда, а также бурного развития облегчающих жизнь технологий. В настоящее время недостаточность физической активности распространена больше, чем любые другие классические факторы риска хронических заболеваний, таких как курение, гипертензия, высокий уровень холестерина в крови или избыточная масса тела. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, доля заболеваний сердечно-сосудистой системы, которая теоретически могла бы быть предотвращена за счет увеличения физической активности среди европейского населения, составляет около 30-40%. Наиболее авторитетные международные организации периодически обновляют рекомендации относительно необходимой физической активности. Тем не менее, ситуация не изменяется к лучшему. Распространенность ожирения, прямого следствия недостатка движения, стремительно растет в большинстве стран мира. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, оздоровительная физическая активность – любая форма активности, которая идет на пользу здоровью и функциональной активности без ненужного вреда или риска. Для того, чтобы физическая активность давала эффект, не нужно, чтобы она была изнурительной. Для пользы здоровью достаточно не менее 30 минут в день, 5 раз в неделю активной умеренной интенсивности. Выбор занятий для этого обширен и включает быструю ходьбу, езду на велосипеде, плавание, танцы, ходьбу на лыжах, работу в саду или огороде, скашивание травы на лужайке, выгуливание собаки, мытье окон или машины, расчистку снега и ходьбу пешком на работу или в магазин. Всемирная организация здравоохранения были разработаны методические рекомендации по стимулированию повышения физической активности в обычной повседневной жизни. Цель заключается в том, чтобы выбор в пользу повседневной физической активности был легким и приятным, и чтобы благодаря этому можно было предупредить ожирение, снижать угрозу диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также способность к укреплению здоровья и улучшению самочувствия. Следует отметить, что рекомендации описывают минимальный уровень активности. Кроме того, подчеркивается, что увеличение количества или интенсивности нагрузок является предпочтительной стратегией. Физическая активность дает значительное преимущество для поддержания здоровья сердца, мозга и всего организма. Физическая активность вносит свой вклад в профилактику лечения неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет, уменьшает симптомы депрессии и тревоги, улучшает навыки мышления, обучения и критической оценки, способствует здоровому росту и развитию молодежи и повышает общий уровень благополучия. Физическая активность каждого четвертого взрослого человека в мире не соответствует международным рекомендациям уровня физической активности. До 5 миллионов случаев смерти в год можно было бы предотвратить, если бы население мира было более активным физически. У людей, которые недостаточно физически активны, на 20-30% выше риск смертности по сравнению с теми, кто уделяет достаточно времени физической активности. Более 80% подростков во всем мире испытывают недостаток физической активности. На этом на сегодня все. Если есть какие-нибудь вопросы или хотите поделиться своим мнением, пишите комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А пока до скорого и помните, наступило время взять все в свои руки.